Доброе утро! Я сегодня одна дома. Сейчас планирую привести себя в порядок, попить кофе и сесть записывать для вас новое видео. Самой, если честно, не верится, что сейчас утро, потому что дома очень темно. Света совершенно дневного не хватает, пришлось включить лампу, взять микрофон, чтобы меня было хорошо слышно. Сашка с утра забрал детей, отвел их к моей маме, и у меня сегодня целый день разгуляйства. На самом деле это безумно ценные моменты, когда ты дома находишься в одиночестве, и сейчас я как никогда это понимаю. И сегодня я планирую сейчас быстренько с утра позавтракать, снять для вас несколько видео на канал и позаниматься какими-то своими делами, сделать маску для лица, посмотреть фильмы, попить чайку в одиночестве. В общем, просто отдохнуть. Ну что, начинаем. Всем привет! Меня зовут Марина. Да, я умею играть на гитаре. Да, я сегодня осознала, что я обожаю оставаться дома одна. И да, я мама, у меня 2 сына, и я веду свой блог на YouTube о счастливом материнстве. Сегодня говорим про подготовку с детьми ко сну. Мне, если честно, казалось, что мне не особо есть что сказать по этой теме. Я думала, что в большинстве семей все проходит довольно-таки стандартно. Дети ложатся спать в примерно одно и то же время, ведь большинство ходит в детский сад. Есть какие-то ритуалы, наполняющие вечер, ну, например, самое банальное и простое чтение книг перед сном и так далее. Но недавнее общение с близкими подругами, а также постоянные вопросы в директ Инстаграма о том, во сколько мы ложимся, каждый ли день мы читаем книги, как вообще я укладываю спать 2 детей с маленькой разницей, навели меня на мысли, что все-таки нужно снять подобное видео на свой канал и поделиться с вами опытом по этой теме. На мой взгляд, в каждой семье должно быть какое-то наполнение вечера перед тем, как вы будете укладывать ребенка спать. То есть не так, что вы посмотрели на часы, поняли, что пора ложиться, и сообщили об этом ребенку, да еще и таким серьезным тоном. Недавно мне встретилось понятие, как ритуальный час перед сном ребенка. Мне оно очень понравилось, так как оно четко характеризует, что подготовка ко сну должна быть, во-первых, последовательной, а во-вторых, повторяющейся изо дня в день. Так и ребенку будет проще, у него будет меньше поводов для капризов, он будет реально легче укладываться, легче засыпать и легче просыпаться. И кроме того, такие ритуальные штуки помогают улучшить вашу эмоциональную связь с маленьким человечком. Причем это не обязательно должен быть именно час. То есть если у вас один ребенок в семье, это может быть и 30, и 40 минут, но не меньше 20. Если у вас 2, как в моем случае, то, конечно же, здесь и часом иногда не обойтись, и на все я закладываю где-то 1,5 часа времени каждый день. Неважно, сколько у вас детей, важно, чтобы они укладывались в одно время. Так и вам проще. И они легче засыпают, когда они все по кровати. У них настраиваются биологические часы на определенный ритм, они легче засыпают, легче просыпаются. И вам удобно планировать свой вечер и свое время. Я укладываю обоих мальчишек в 9 часов вечера. Но это не значит, что в 9 я захожу к ним с книжкой и ложусь читать. Это означает, что я уже выключаю свет, говорю им спокойной ночи, воздушные поцелуйки, закрываю дверь и ухожу. То есть в 9 часов у них полный отбой. Соответственно, подготовку ко сну мы начинаем где-то в половине 8 вечера, плюс-минус 10-15 минут, и до 9 нам нужно успеть убрать игрушки, принять душ или покупаться в наполненной ванне, переодеться, почитать книгу, провести время с мамой и, собственно, закрыть глаза и уснуть.
Есть у нас еще такие малюсенькие ритуалы, например, включить вечерние звездочки или Максиму самостоятельно выбрать пижаму. Если вдруг я про них забываю, то это повод для большого недовольства, поэтому это тоже очень важно. А есть еще плохие ритуалы перед сном, это те, которые мешают, наоборот, ребенку настроиться на сон. Например, просмотр телевизора и мультфильмов. Если у вас уже есть такая привычка, то попробуйте заменить ее на прослушивание аудиокниг. Это очень полезная и хорошая альтернатива. Не кормите ребенка на ночь плотно, не играйте с ним в активные игры, потому что они очень сильно перевозбуждают нервную систему. Ребенок потом хуже укладывается. Вводите правильные, хорошие ритуалы и четко их продумывайте. Еще очень важен ваш настрой в тот момент, когда вы идете укладывать ребенка. То есть вы идете его укладывать и постарайтесь сосредоточиться именно на этом. То есть забудьте о недомытой посуде или о недописанном посте в Инстаграм, неотвеченных комментариях и так далее. У вас сейчас одна четкая, понятная, поставленная цель, и вам нужно уложить ребенка, а потом уже вернуться к своим делам. Если вы будете находиться в таком раздрае и метаться между ребенком и чем-то еще, и говорить ему: иди пока пижамку надень, сейчас я быстренько там допишу, или сейчас я тарелочки домой приду, то ваше состояние передастся ребенку, и он будет тянуть одеяло в разные стороны, всячески избегая сна. Нам это не нужно. Расскажу вам про наш обычный ритуальный час. Думаю, что это будет полезно, и вы, возможно, возьмете что-то себе на заметку. Итак, начинаем мы с уборки игрушек. Конечно, мы с Сашей помогаем мальчишкам убираться. И знаете, беда нашего дома — это разбросанный повсюду лего. Я не знаю, как они это ежедневно делают, но детали я нахожу даже в туалете. Но сегодня не об этом, это просто кто о чем, у кого что болит. Мы складываем лего по контейнерам, сортируем. Обычно мы обозначаем: папа складывает крупные детали, Максим складывает бытовые предметы, мама складывает железную дорогу, и кто это сделает быстрее. Этот метод всегда беспроигрышно работает. Затем мы отправляем мальчишек купаться. Они могут купаться в наполненной ванне вдвоем, могут просто мыться в душе по очереди. И тут есть два варианта: если мы с Сашей вдвоем дома, и если кто-то из нас один дома, потому что Саша может задержаться на работе, у него может быть тренировка, я могу быть на тренировке, он укладывает детей один. Поэтому здесь как бы вот две схемы. Если, собственно, мы оба дома, то мы делим детей. То есть, когда они в ванне, соответственно, с ними находится в основном Саша, потом каждый забирает своего ребенка, мы меняемся периодически, и мы их вытираем, переодеваем, читаем книжки и даже укладываем. Если дома кто-то из нас один, ну вот сейчас я буду рассказывать про себя, то все делается по очереди. Соответственно, если они купаются, то купаются они вдвоем. Первым я забираю Артема. Если они моются, то первым моется Артем, я его забираю. Затем Макс сам залазит в ванну, он умеет включать воду, и в принципе моя помощь ему там особо не нужна. Я занимаюсь полностью Артемом, вытираю его, переодеваю и читаю ему книги. Как только мы почитали, я оставляю его в комнате, иду за Максом, помогаю ему помыться, помогаю ему почистить зубы, если это необходимо, вытаскиваю из ванны, вытираю, кладу перед ним пижамы на выбор, либо он сам их достает из шкафа, мы выбираем какую-то книгу, я ему ее даю, чтобы он пока посмотрел просто картинки, или он сейчас, знаете, он открывает книгу и начинает рассказывать сам историю по картинкам, это тоже очень забавно. А я в этот момент снова с Артемом, у нас такая тактильная 10-минутка. Просто здесь очень важно понимать, опять же, возрастные особенности каждого ребенка до где-то 1,5, год и 7, год и 8, год и 9, ну то есть опять же в зависимости от каждого конкретного человечка маленького, у них идет тактильный контакт с мамой, то есть не на уровне разговоров и слов, а именно тактильный. Им очень важны какие-то прикосновения, поглаживания, и так они чувствуют, что у вас есть вот эта связь. Поэтому с Артемкой я забираюсь на фитбол, мы гладимся, мы там как-то обнимаемся, я делаю ему легкий массаж, в это время пою колыбельные, и у нас с ним такая 7-8 минутка с мамой. Максим занят своими делами. Потом я прикладываю его в кровать, немножко могу подкачать, пою колыбельные, держу его за руки, и он засыпает. На все его засыпание уходит где-то, минут 5, может даже поменьше, потому что все четко и последовательно. Это очень важно. А почему я не укладываю его в 1,5 года, как мы делали это в 1,5 года с Максимом, когда мы читали?
засыпали, я его клала в кроватку, уходила, и он сам засыпал. Потому что сейчас ситуация совершенно другая, их двое, и с Максимом мы потом читаем, у нас горит какой-никакой свет, и, конечно же, Артем в такой обстановке сам не уснет, поэтому я укладываю его именно так. Дальше я иду читать с Максимом, обычно мы читаем одну историю, максимум две, я выключаю свет, и начинается самое интересное и самое важное, что может происходить у нас при подготовке ко сну. Я забираюсь в кровать к Максиму, мы накрываемся одеялкой, выключаем свет, оставляем только ночник и разговариваем. Мы обсуждаем все, как прошел день, какие планы на ближайшие дни, особенно на выходные. Мы обсуждаем его какие-то поступки, я стараюсь подмечать в течение дня многие вещи. Например, какой он талантливый, что он нарисовал рисунок сегодня акварелью, или какой он хитрюга, залез в шкаф и сам достал печеньки, ну и Артему, и маме не забыл, молодец. И я вижу, как он с закрытыми глазками улыбается, как ему приятно и ценно, что мама внимательна к нему, именно к нему. Я каждый день проговариваю ему, как сильно я его люблю, как мне повезло, что он у меня есть, и что он выбрал именно меня, какой он добрый, нежный, чуткий, отзывчивый. И вы знаете, вы наверняка слышали о силе, о магии маминого слова. Говорят, что все это очень помогает, когда ребенок заболевает или когда сильно капризничает, потому что в такой момент на грани вот этого сна и бодрствования он ощущает, что есть только вы и он. Ну или не вы, а какой-то другой близкий человек рядом с ним. И все вот эти слова, все ваши какие-то пожелания, они откладываются сюда, на самую подкорку. А где-то в течение дня, в будничной суете, они пролетают мимо. А здесь и сейчас они запоминаются. Они очень сильно действуют на маленького человечка, и он ощущает себя действительно тем самым добрым, чутким, отзывчивым. Он чувствует вашу любовь, он ощущает свою ценность, он ощущает вот эту связь между вами. Поэтому, если у вас до этого не было такого ритуала, это очень важно. Мне кажется, это самый-самый важный из всех ритуалов подготовки ко сну. Обязательно пробуйте. И, кстати, когда Максим был маленький, мы начали вообще все это делать где-то год и 10, наверное, ему было, ну, ближе к 2 годам. Когда он уже начинал говорить первые слова, и он четко понимал какие-то вещи, которые я ему говорила, и мы начинали со сказки о мальчике Максиме. То есть мы также с ним вместе ложились, я была беременной Артемкой, и я рассказывала ему каждый день сказку про мальчика Максима, вот, который сегодня рано утром проснулся, он позавтракал, что он позавтракал, куда он ходил, с кем он виделся. И вот весь его день раскладывала по полочкам, потом желала ему каких-то необычных сновидений, целовала его, уходила, он дальше засыпал. И, конечно же, я сейчас буду такую практику проводить и с Артемкой, потому что это действительно очень ценные моменты. И я не читала об этом до этого ни в каких книгах, а сейчас у некоторых авторов нахожу такие советы. Я вообще, мне кажется, с Максимом практически никаких книг по воспитанию не читала, и уже начала читать после рождения Артема, и сейчас вот снимаю для вас обзоры на разные издания. Мне стало интересно именно с профессиональной точки зрения на все это смотреть. До этого я больше руководствовалась какой-то интуицией. Может, мне мама в детстве так делала, я, если честно, уже не помню. Но откуда-то во мне это было, и мы с Сашей вели такую традицию, он меня поддержал, и если укладывала он также рассказывал эту сказку. Потом Максим стал просить: сказка по Массимо. Он говорил Массимо без К. Поэтому старайтесь, чтобы такие вещи присутствовали в вашей жизни, а не просто вы закрывали дверь, говорили спокойной ночи и уходили заниматься своими делами. Кстати, недавно у нас появилась еще одна фишка, потому что после всего этого Максим не всегда отпускает меня к себе. Он просит остаться с ним, потому что ему страшно. И я придумала, что его кот, с которым он спит, кот Басик, он будет его ночью охранять, защищать и вообще накрывать одеялком, если Максим замерзнет. И я каждый вечер даю Басику наказ, что нужно делать, как себя вести в экстренных ситуациях, если Максим замерзнет, если у него будут подрагивать пяточки и так далее. И если я забыла дать наказ Басику, то Максим, конечно же, мне об этом напоминает. Мам, скажи ему, что ночью делать. Так что, если вдруг у вас есть страх перед тем, что ребенок остается один в своей комнате, или страх темноты, то вот такая методика тоже нам помогает все это прорабатывать и преодолевать.
Ну что, на сегодня по теме у меня все. Я очень надеюсь, что видео было для вас полезным и что вы почерпнули отсюда для себя что-то новое. Подводя итог, хочу сказать, что ритуалы действительно очень важны не только перед сном, но и вообще в течение всего дня. Они помогают и вам действительно больше успевать чувствовать себя спокойнее, ребенку находиться в такой среде тоже гораздо комфортнее, и он легче идет на какие-то уступки, на сборы на улицу, на то, чтобы сесть за стол и покушать суп, если все это повторяется изо дня в день. Поэтому, если у вас еще нет ритуалов, если вы непоследовательный человек, возьмите листочек, выпишите все это, повесьте себе на стену. Кстати, что касается подготовки ко сну, можно даже сделать коллаж и наклеить какие-то яркие изображения с этапами, которые будут понятны ребенку. И постепенно все это войдет в вашу жизнь. Я вам желаю спокойных, счастливых ночей, счастливого материнства. Кстати, совсем забыла сказать, на следующей неделе я еду в Питер. Представляете, будет конференция для блогеров. И так как мое количество подписчиков перевалило все-таки за 50 тысяч, я уже могу принять участие в подобных мероприятиях. Еду я одна, Сашка остается сидеть с детьми. Я очень волнуюсь, так как я, наверное, ни разу вот так далеко не ездила одна, тем более я еду на несколько дней. Девчонки, если у меня есть подписчики в Питере, пишите мне внизу в комментариях. Я подумаю, может быть, организовать какую-то встречу или просто выбраться как-то с кем-то, попить чай в кафе или встретиться в гостях. В общем, пишите всем вашим предложениям и пожеланиям, буду рада. Ну что, наверное, на следующей неделе видео не будет в связи с моей поездкой, но я постараюсь снять для вас влог. С вами была Марина Ведрова. Надеюсь, что такой формат видео вам придется по душе. Всех вас целую. Всем пока.